Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября. Конечно, будем реалистами. Любой таро прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Таро прогноз нельзя все же использовать для принятия важных решений. Но я так надеюсь, что какие-то подсказки, какой-то инсайт для вас будет, или мы с вами проведем приятное время. И я уже приготовила колоду. Первую карту, которую мы достанем, что важно знать на неделю. Или какие события, может быть, на первый план выйдут для вас, будут наиболее значимы. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время. Или что нам может помешать. А что будет помогать. Что будет радовать. Что скрыто от меня. Может быть, это не нарочито кто-то что-то скрывает. Но на что-то есть смысл обратить внимание. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергии посмотрим. Что по финансам, как видят карты, и в личной жизни. Давайте достанем карту совет. Может быть, она свяжет все предыдущие карты. Или какую-то информацию нам дополнительную все равно даст. Итак, что важно знать. Ой, прекрасная карта взаимодействия, как, кстати, с нашими любимыми, родными, близкими людьми или родственники, которые на расстоянии. По этой карте мы можем случайно встретить друзей, которых не видели, не слышали очень давно. Или эти самые друзья или родственники, может быть, нам напишут в одном из мессенджеров и объявятся словно. По этой карте мы можем заниматься с детьми, с внуками, такое тоже проигрывается. Вообще, это карта искренних отношений в первую очередь, причем те люди, которым мы можем доверять. Ну и, безусловно, это карта радости. Что-то нас порадует, мои дорогие. Что важно знать? Мы спросили у карты, есть какие-то приятности на этой неделе, которые будут связаны с теми людьми, которых мы уже знали какое-то время. Давайте, или может быть какая-то ваша личная история, которая прежде была словно на паузе, или вы были с человеком на расстоянии по той или иной причине. Вы будете договариваться, списываться, каким образом встретиться. Для кого-то проиграются иногда отношения на расстоянии. Тоже проходит по этой карте. Чего не избежать? По аркану справедливости мы должны быть честны сами с собой. Мы не должны, понятно, нарушать закон даже в минимуме. Я обычно говорю, даже улицу переходим в том месте не где всегда, а как положено. Не превышаем скорость, если мы за рулем авто. Это, знаете, по этой карте, когда, допустим, мы все люди, да, и где-то, может быть, какое-то время, как мы говорим, прокатывало вот какое-то, ну, незначительное нарушение того или иного закона. А раз выпадает эта карта, тут вот может раз и не прокатить. Не подвергаем себя риску, одним словом, мои дорогие, и будем готовы, может быть, от того, что нам потребуется эмоциональный баланс, больше что-то взвесить, словно, в каком плане. Свои какие-то дальнейшие планы. Они должны согласоваться как с одной стороны с законом, и у кого-то это может быть как консультация, например, с юристом, адвокатом, прежде чем как заключить какой-то договор или контракт, или соглашение, или что-то подписать, важный документ. Мы должны быть предельно внимательны. Одним словом, мы должны как будто в чем-то не просчитаться. И это должно в каком-то общем порядке согласований, оно тоже должно присутствовать. Не должно быть словно как острых углов. Что-то нам здесь придется уравновесить. Или у кого-то из вас такое тоже может быть. Может быть, слушание, у кого-то буквально в суде. Значит, где-то быть готовым к тому, чтобы пойти на компромисс. И от чего-то, словно, может быть, незначительной доли отказаться, чтобы выиграть в чем-то в большем. Иногда и такое значение тоже проходит. Чему сейчас не время, давайте узнаем. Словно ожидать, что какая-то ситуация, ну так вот, рассосется сама. Или разберется сама. Или ожидать, что мне пообещали деньги, они вот буквально придут. Деньги могут задерживаться, может быть, на неделю, может быть, больше. Или что быстро решится какой-то вопрос по документам, правда. У кого-то, если, допустим, на самом деле слушание в суде, то здесь вам надо принять словно важное какое-то решение. Вот то, что я сейчас только что озвучила.
И это перед вами откроет новые перспективы. С другой стороны, для кого-то из вас мы решение какого-то вопроса не должны как будто, знаете, замедлять или искусственно замораживать. Может быть, есть какая-то тема, вот с которой есть возможность и предпосылки разобраться словно на берегу. И это в последующем для нас словно освободит пространство, нам не придется возвращаться к какому-то вопросу. Есть замедление, да, то есть просто, мои дорогие козероги, у кого-то проиграется как объективная причина, когда мы что-то не можем ускорить, а для кого-то из вас, когда у вас будет желание, наоборот, вот где-то так проблагодушествовать в надежде, что, ну, может быть, оно как-то так успокоится. Или человек согласится с вашим решением. Вот тут этого, скорее всего, не произойдет, потому что в значении, что нам может помешать. Давайте, а что же будет помогать? А когда мы быстрее принимаем где-то какую-то конкретику, какую-то реальность, какое-то предложение, правда, у кого-то может быть, опять возвращаясь к аркану справедливости, допустим, у вас были слушания в суде, вам предлагают медиаторство, но на тех условиях, на которых вот вам прям вот сразу кажется, нет, это точно не для меня. А карта-то нам говорит, как раз рассмотри все варианты. И уже дальше вот этот компромисс ты можешь оговаривать. Этот процесс какой-то, он не в один момент решается, а вот как будто про взаимодействовать определенно стоит. Здесь мы как будто откликаемся на какое-то предложение, на какую-то новость, новинку или на наше собственное решение. Мы нарабатываем новый опыт, и таким образом мы становимся более ресурсными. Кому-то может для вас помочь поездка куда-то, может быть, в другую местность. И именно там, на месте, вы проясните какую-то обстановку. Или решите какие-то вопросы. Или сможете подписать какой-то документ. Вот где-то на расстоянии. Такое тоже может быть. Или рассмотреть... Если мы говорим, что могут быть как услуги юристов, адвокатов, то все равно как будто есть смысл прислушаться. Есть элемент того, то, чего мы не знаем или как никогда не использовали. А для нас это может как раз служить как будто в плюс или проиграться в плюс. А мы пока нам сложно просчитать, потому что мы просто не владеем темой. От чего-то не отказывайтесь, мои дорогие козероги, потому что на первый взгляд это может быть нелепо, по-дурацки выглядеть или быть чем-то таким, что нам кажется, да игра какая-то. Ведь тут, по сути дела, игра. Но вот в этой игре, если как будто есть манипуляции со стороны других людей, так и вы должны быть в тех же энергиях. Как будто есть и такие вопросы, которые можно решить именно вот словно, знаете, пытаться усидеть между двух стульев. Вот с одного на другой перепрыгивать придется, как вот этот жонглер. И это нам в позиции помогает. Что скрыто? Ну, нарочито сказать, что что-то скрыто, нет, но вот какие-то новые возможности определенно да. Когда для кого-то будет полезен как ваш новый опыт, вернее, прежний опыт, извините, так и какие-то дальнейшие перспективы в плане финансов. Все-таки у нас принцесса Пентаклей. Для кого-то решить вопросы, может быть, с вашими детьми. Или, может быть, вы прежде что-то вам ребенок ваш подросший скажет, то, что прежде для вас просто была как бы за гранью, было точнее, а теперь станет явью, может быть и так. Для кого-то из вас это может быть известие на работе, к примеру, новые условия труда, новый график работы, новый руководитель, какие-то новые порядки. Вы можете на какой-то период этого не видеть, а потом к вам приходит эта новость. Или кто-то вам ее случайно сказал. И тогда, как будто, знаете, есть для вас возможность что-то для себя сделать со знаком плюс в плане дальнейшего решения финансового вопроса или оплаты труда, назовите это так, или приложение вашей экспертности, вашего опыта, вашего профессионализма. Но на какой-то период времени мы можем это не видеть. Или вообще как-то по-новому, вот если мы описывали ситуацию с судом, предположим, или, может быть, с какими-то разбирательствами, или вы собираетесь встретиться с человеком, значит, может быть, планировали вы как-то организовать эту встречу одним образом, а здесь обстоятельства вас немножко переиграют, и вы это сделаете как-то иначе. У каждого по-своему это проиграется. Дела, работа, бизнес. Хотим мы или нет, перемены. Шикарная карта.
И карта колесницы сами по себе, какие-то изменения в пространстве, в обстоятельствах, это то, что мы не отменим, это то, что к нам приходит извне, и оно как будто нас может как раз и вынуждать принять важное решение, сделать вывод или куда-то отправиться. Может быть, поездка какая-то. У кого-то может проиграться смена вашего автомобиля или какие-то вопросы, может быть, вы покупаете автомобиль или что-то вы будете с ним. Ну, то есть транспортное средство, оно проигрывается по этой карте тоже. Но все же старший аркан больше говорит о том, что перемены в нашей жизни неизбежны. И нам просто говорят, что отпускай быстрее все то, что уходит от тебя. Быстрее где-то договаривайся, но с учетом закона. Мы себя не должны поставить под удар. Значит, все нужно сделать где-то четко. Но и встречай все новое, что приходит на твой порог. Вот все то, что я говорила, наверное, по верхнему ряду, это и есть где-то аркан, колесница. Потому что нам нужно словно какую-то тему подытожить. Может быть, в ближайшее время потом не возвращаться к прошлому. Да и планетарный это сейчас-то как раз тот период, когда какие-то прошлые события приходят в нашу жизнь для того, чтобы мы сыграли последний аккорд. Или с чем-то окончательно определились. Или какой-то метод новый избрали. Или если мы сохраняем что-то из прошлого, оно должно быть все равно в каком-то новом контексте изменено. То есть дополнено чем-то из изменившихся условий, обстоятельств или с изменившимися, может быть, условиями жизни, с какой-то реальностью новой тоже сопряжено. Но сама по себе карта прогресса. Что-то мы здесь не изменим. И наша судьба, ведь это в большинстве колод карта успеха, карта удачи. Значит, нужно пройти по этому пути и использовать все возможности, которые нам дарит судьба. Что по финансам? Ну, у кого-то, может быть, это тройка мечей, это разочарование из прошлого. Это не совсем по поводу этой недели. Может быть, это ситуация с финансами, которая нас прежде разочаровала. Или мы с кем-то не успели договориться, или не сумели договориться. Есть определенный опыт, который теперь нас сделал сильнее. И по этой карте состояние эмоционального уже такого, знаете, равновесия, равнодушного спокойствия, когда мы не повторим какой-то прежний опыт. Когда выпадает эта карта, нас сложно уговорить на то, с чем мы не согласны в плане. Не просто не согласны эмоционально, а когда мы можем какую-то ошибку совершить. Мы здесь вот по финансам какую-то прежнюю ошибку уже не повторим. И значит, может быть, не будем участвовать в каком-то деле, в последующем, из которого нам придется героически выбираться словно. Или для кого-то из вас это будет означать как раз ожидание денег, которые просто задерживаются, нам так говорят. Поэтому не расстраивайтесь, если деньги где-то, они вот-вот, может быть, придут. Но деньги-то у нас есть как раз. Другой разговор, но не для каких-то покупок, скорее всего, этой неделе. А здесь нам как раз помогает игра с деньгами, как будто нам будет достаточно 2 пентакля. Давайте мы узнаем, что в личной жизни. Какое-то важное решение, может быть, как раз по шестерке кубков вы будете принимать касаемо вашей семьи или ваших отношений. Ведь туз мечей – это карта возможностей. Или выход из лабиринта. Или вам нужно с чем-то определиться. У вас еще и аркан справедливость. Что-то вы должны прояснить из своей личной жизни, как будто наверняка на этой неделе. И даже если какие-то вопросы оформлений, высоких инстанциях, любых, хоть с чиновниками связаны или с судами у кого-то, у нас, ну вот не закончится на этой неделе. Но вы, как будто, мои дорогие козероги, направление или вот этот самый выход из какой-то запутанной ситуации, вы уже должны знать. От вашего решения на этой неделе будет словно зависеть дальнейшее развитие ваших перспектив. Словно Вселенная ждет, чтобы вы вот так внутренне, может быть, не в плане объявления или афиши, а для самого себя приняли какое-то важное решение. И тогда будут новые возможности. Что скрыто? Посмотрите, аркан император. У кого-то, правда, могут проигрываться вопросы, которые вы согласуете в высоких инстанциях. Но вообще, это ведь карта как совет идет. И император это когда мы рассчитываем сами на себя. Император понимает, что
Это мера ответственности, безусловно. И, может быть, также зависит от вас, ваши домочадцы, близкие люди, от вашего решения. Не только ваша жизнь зависит, а и по какому фарватеру она в дальнейшем пойдет. По этой карте император, как бы понимая, что его цели, намерения не должны меняться, но вместе с тем происходят перемены вокруг, да, в окружающей среде, или то, что мы называем обстоятельствами нашей жизни. Он готов, чтобы что-то важное не упустить, скорректировать что-то в мелочах. И это все то, что я говорила где-то по аркану. Справедливость, что мы можем от чего-то мелкого отказаться, дабы не упустить что-то более значимое или более важное. Принимать решение придется. Посмотрите, рядом туз мечей, и хочешь, не хочешь. И как будто нам придется с чем-то определиться. Это будет для вас, и рассчитываем мы ведь здесь сами на себя, это будет для вас как будто начало нового старта или какой-то совершенно новой вашей истории жизни с новыми перспективами и с новыми возможностями. Мои дорогие козероги, тут действительно, даже принимая какое-то ментальное решение, вы словно себе обеспечиваете зеленый свет на долгий промежуток времени. А для кого-то еще и это будет, знаете, какие бы планы вы тут ни ставили, по карте император мы уважаем систему иерархии. Мы не прыгаем где-то через голову руководителя. Или, если нам доводится или довелось пройти какие-то ступени согласований, как будто это тоже нужно сделать. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.